Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать очень интересный, красивый мотив. Вы можете использовать остатки пряжи любого цвета. Можно выполнить этот мотив в одном цвете. И можно выполнить из пряжи секционного крошения. Все варианты мы с вами рассмотрим на нашем уроке. Присоединяйтесь. Вяжется просто, смотрится великолепно. Начинаем выполнение нашего мотива с 12 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово. И я могу приступить к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю воздушную, подтягиваю и в колечко выполняю 24 столбика без накида. При этом буду ввязывать нить. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока у меня в колечке не будет 24 столбика без накида. Я завершаю выполнение первого ряда, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную и приступаю к выполнению второго ряда. Очень внимательно смотрите, я выполняю 3 воздушные петли подъема. И далее я выполняю арочку из 10 воздушных петель. Как я это делаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее я ввожу крючок в третью воздушную петлю. 1, 2, 3. Вот петлю подъема. И выполняю столбик без накида. Далее накид на крючок и в следующую вершинку я выполняю столбик с накидом. Вот видите, такая основа у меня получается для лепесточка. Таких столбиков я должна провязать 4. Первый готов и чередуем с воздушной и воздушная. Далее второй столбик с накидом и воздушная, третий столбик с накидом и воздушная, и четвертый столбик с накидом. И очень внимательно теперь я опять выполняю арочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ввожу крючок в вершинку столбика, вот таким образом, смотрите, захватываю 2 нити, видите? И выполняю столбик без накида. И далее опять точно так же я выполняю 4 столбика. Выполняем столбик с накидом, воздушная. Это первый, далее второй, воздушная. Третий, воздушная, и четвертый. И после четвертого, как и ранее, я выполняю арочку из 10 воздушных. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик без накида. Так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение второго ряда. Обратите внимание, у нас с вами получилось 6 арочек для 6 лепестков. И я выполнила 3 столбика с накидом, не забываем про воздушные. И четвертый столбик у меня заменен петлями подъема. После того, как я выполнила третий столбик, я выполняю воздушную. И ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И
я могу приступить к выполнению следующего, третьего ряда. Для этого я соединительными прохожу к началу. Смотрите, как я это делаю. Раз. В каждую петелечку выполняю соединительную. 2, 3, 4 и 5. Не затягиваем. И далее я выполняю 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют один столбик с 2 накидами. И выполняю 5 столбиков с 2 накидами. Раз, 2, 3, 4, повторим, 4, 4 и 5. Выполнили. Далее я выполняю 4 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3, 4. И далее очень внимательно я пропускаю 2 столбика и между вторым и третьим ввожу крючок под воздушную петлю, выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее, что мы с вами делаем? Мы под наш следующий лепесточек, и в дальнейшем мы так все лепесточки будем делать, выполняем 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Далее, очень внимательно, я выполняю столбик с 2 накидами. И теперь выполняю столбик с 4 накидами, он у меня будет заменять арочку. Я выполняю 4 накида на крючок. Смотрите, разворачиваю работу. И в предыдущий лепесток я отсчитываю 1, 2, 3, 4 вершинки. И в пятую это вершинка, первая вершинка столбика с 2 накидами. Можете себя проверить. Я провязываю столбик с 4 накидами. Вот таким образом. Далее я работу разворачиваю. Ввожу крючок в вершинку моего столбика с 2 накидами. Вот таким образом. И выполняю соединительную. Вот видите, арочка у меня готова. Если вы сомневаетесь, можете просто, допустим, при выполнении этого лепестка взять и закрепить здесь маркер. И тогда вы четко будете уже видеть, куда будете провязывать. И теперь я должна выполнить 11 столбиков с 2 накидами. Смотрите, у меня один столбик с 2 накидами есть, я выполняю 10. Еще считаем, это второй. Напоминаю, всего 11. Это третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10 и 11 столбик с 2 накидами. Выполнили. И далее я выполняю 4 столбика с накидом, как и на противоположной стороне. Считаем. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее между, вот смотрите, первый, второй, между вторым и третьим столбиком под воздушную петлю столбик без накида.
И так мы с вами будем выполнять наши лепестки до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение наших лепесточков, точнее обвязочку. И смотрите, наш первый лепесточек мы выполняем 4 столбика с накидом. Считаем 1, 2, 3 и 4. Далее столбик с 2 накидами, то есть все точно так же, как выполняли ранее. И у нас арочку мы выполняем за счет столбика с 4 накидами. 4 накида, работу разворачиваю, отсчитываю 1, 2, 3, 4, в 5-ю вершинку ввожу крючок, или это первый столбик с 2 накидами, и провязываю столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее работу разворачиваю, ввожу крючок в вершинку, вот таким образом. Мы с вами все это провязывали, я повторяю, соединительное. Первый столбик у нас готов. Далее мы выполняем второй, третий, четвертый и 5. Выполнили. Далее я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, вот она, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и мы смотрим, что у нас с вами получилось. Видите, да? Вот такие лепесточки получились, арочки уже готовы, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. И мы с вами приступаем к выполнению следующего ряда. Для этого я выполняю очень внимательно 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 9 воздушных петель. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. И ввожу крючок в мою 5-ю петлю. Давайте проверим себя. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю снизу выполняю соединительную. Вот таким образом. Видите, вот такое колечко у нас с вами готово, в которое мы будем провязывать столбики. Это будет у нас такой лепесточек. Накид на крючок. И теперь я ввожу крючок 1, 2 во 2-ю петлю снизу. И провязываю столбик с накидом. И далее продолжаем нашу работу. И очень внимательно я выполняю арочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И теперь под арку я провязываю. Смотрите, очень внимательно. Я буду провязывать столбики с накидом. Выполняю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я выполнила 6 столбиков, и теперь над 6-м столбиком я выполняю арочку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я выполнила арочку из 14 воздушных петель. Ввожу крючок в вершинку, вот таким образом, захватываю 2 нити и выполняю соединительную.
И далее я выполняю еще 5 столбиков с накидом. То есть всего я их выполняю 11. И над шестым, то есть центральным, выполняю арочку из 14 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И далее выполняем арочку из 4. 1, 2, 3, 4. Я выполняю сложный столбик, 2 накида на крючок. И теперь смотрите, я отсчитываю. Вот у нас с вами столбики с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-й столбик, или центральный это у нас с вами будет, я ввожу крючок и начинаю выполнение сложного столбика. Я провязываю 2 накида, накид на крючок, и вот в накид первый снизу провязываю еще столбик с накидом. Далее я, как и здесь, выполняю арочку из 9 воздушных. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ввожу крючок в вершинку, захватываю 2 нити. Далее накид и еще один столбик с накидом провязываю. Вот такая основа тоже для нашего лепесточка готова, видите. Далее я выполняю арочку 1, 2, 3, 4 из 4 и выполняю то же самое, как и здесь. То есть я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Столбики с накидом 1, 2 и так далее. 6, потом арочка. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Вот такую основу для наших лепесточков. Мы с вами выполнили все наши арочки и завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вот такой пока интересный смешной мотив у нас получается. И смотрите очень внимательно. Я выполнила арочку из 4 воздушных. И теперь завершаю выполнение. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок вот во 2-ю петлю снизу, куда мы уже с вами провязывали наш столбик с накидом. И выполняю столбик с накидом. Далее ввожу крючок в воздушную петлю. Вот видите? И выполняю соединительную. Воздушная петля, куда мы тоже соединительную провязывали. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Для этого я буду проходить соединительными к началу ряда. Как я это делаю? Я выполняю первую соединительную, вторую, в каждую воздушную по одной, третью, четвертую и пятую соединительную петлю выполнила. И далее очень внимательно мы с вами будем выполнять столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют 1 столбик, и выполняю 8 столбиков с 1 накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
выполнили. Мы выполнили половинку нашего лепесточка. Дальше я под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее под наше большое колечко мы будем выполнять столбики с 2 накидами. Очень внимательно выполняем 28 столбиков с 2 накидами. 2 накида на крючок, я ввожу крючок и начинаю выполнение. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Напоминаю, всего должно быть 28 столбиков с 2 накидами. И дальше вы выполните самостоятельно. Как мы с вами договаривались, я выполнила 28 столбиков с 2 накидами. Далее под арочку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И теперь следующее колечко, будем называть его малым, я буду выполнять столбики с 1 накидом. И буду выполнять их 18 штук. Первый столбик выполнила и считаем. 2, 3, 4, 5 и так далее. Я в колечко должна выполнить 18 столбиков с 1 накидом. Далее вы выполняете самостоятельно. Мы с вами выполнили 18 столбиков с 1 накидом. Далее я под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И далее столбик с 2 накидами я выполняю уже мою следующую арочку. И напоминаю, что мы должны с вами выполнить 28 столбиков с 2 накидами и 18 столбиков с 1 накидом. Так мы будем выполнять до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда и помним, мы выполнили в нашей арочке 28 столбиков с 2 накидами и 18 столбиков с 1 накидом. И завершаю я ряд после столбика без накида, накид, и я буду выполнять 9 столбиков с 1 накидом. Здесь все очень просто. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Выполнили. Далее ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку и завершаю выполнение моего ряда. Мой круговой ряд завершен. И напоминаю, 28 столбиков с 2 накидами и 18 столбиков с 1 накидом. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Мы приступаем к выполнению нашего последнего ряда мотива. И я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Считаем. 1, 2, 3. Далее 1 воздушная петля арки, накид на крючок и ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю столбик с накидом. Далее у меня 3 воздушные петли, и я выполняю пико через столбик без накида. То есть ввожу крючок вот таким образом и выполняю столбик без накида. Я выполнила пико из 3 воздушных через столбик без накида.
Далее накид, ввожу крючок в вершинку, столбик с накидом. Воздушная, накид на крючок и в следующую вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. И теперь мы с вами остановимся и давайте посмотрим. В малом вот таком лепестке мы с вами будем вводить крючок в шестую вершинку, и после столбика у нас должно остаться 5 вершинок, ну то есть шестая должна быть провязана. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, да, вот в шестую. В большом нашем мотиве, как мы себя проверяем, мы будем вводить крючок в девятую вершинку и отсчитываем. Раз, я накид сразу сделаю, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. В девятую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее я выполняю воздушную, накид на крючок и в следующую вершинку столбик с накидом. Опять же выполняю точно такое же пико из 3 воздушных и столбик без накида. Накид на крючок, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. То есть смотрите, мы с вами чередуем воздушная и пико через столбик без накида, воздушная и пико через столбик. Как мы себя проверяем? Всего мы должны выполнить 12 столбиков с одним накидом. Будем ориентироваться по столбикам с накидом. Выполнили столбик с накидом. Далее воздушная, столбик с накидом и пико из 3. Далее накид, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. И я остановлюсь и посчитаю, сколько у нас с вами столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Видите, да? Далее пико. Это 9 столбик. Воздушная, 10 столбик. Пико. 11 столбик. Воздушная и 12 столбик последний. И обязательно себя проверяем. У нас с вами должен столбик быть провязан в 9 вершинку, то есть 8 должно быть свободных. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Видите, да, в 9 мы провязали. Очень просто, главное внимательно и просчитывайте. В этом случае нужно быть просто внимательными. Накид на крючок, и как я и говорила, в малом нашем лепестке мы вводим крючок в шестую вершинку. Раз, два, три, четыре, пять. Наша шестая вершинка. Здесь мы тоже с вами ориентируемся по столбикам. Принцип точно такой же. Воздушная, то есть чередуем. И всего мы столбиков с накидом вяжем 8. Пико. Это второй столбик. Далее 3, воздушная, 4, пико, 5 столбик с накидом, воздушная, 6, пико, 7, воздушная и 8. Опять же останавливаемся и проверяем себя.
раз, два, три, четыре, пять и видим шестую вершинку, да, мы провязали. Далее так мы с вами будем выполнять нашу обвязочку всех наших лепесточков до конца ряда. В том случае, если вы будете вязать просто отдельную салфеточку и не будете выполнять присоединение. Как выполнить присоединение, я покажу дальше. Мы с вами выполнили обвязку нашего мотива, и вот осталось нам выполнить одну сторону. Я специально не завершила выполнение для того, чтобы показать, как выполнять соединение. И прежде чем продолжить, я уже на готовом полотне покажу, как я выполнила присоединение. Обращаю ваше внимание, мотивы выполнены из пряжи секционного крошения. Вот так ярко, пестро выглядят, необычно. Видите, да? И смотрим наше присоединение. Присоединение идет через пико. И очень важно понять, что, смотрите, идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 присоединений. С каждой стороны считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть с каждой стороны мы выполняем по 9 присоединений. Вот так будет выглядеть полотно наше. И мы с вами продолжим. Присоединяться мы с вами будем уже к готовому мотиву. И специально я выполнила из пряжи двух цветов. Видите, тоже очень необычно и красиво смотрится. И начнем наше присоединение через пико. Как я и говорила, у нас с вами будет присоединяться 9 пико, да, скажем так. У нас на одном лепестке, вот большом, смотрите, 5 пико. Мы 2 пико с вами уже выполнили, и 3 пико уже будет идти на присоединение. Как мы делаем наше присоединение? Смотрите, очень внимательно. В пико 3 воздушные петли. Я выполняю одну воздушную петлю, вторую воздушную петлю я меняю на столбик без накида. И вот мой лепесток, я ввожу крючок в центральное пико, прямо в серединочку, смотрите, захватываю пико с изнаночной стороны, вот таким образом. И выполняю столбик без накида. Напоминаю, столбик без накида у меня заменяет одну воздушную петлю пико. Далее я выполняю еще одну воздушную петлю и завершаю выполнение моего пико, то есть возвращаюсь к моему мотиву. Я ввожу крючок вот таким образом и выполняю, помним, да, столбик без накида, то есть выполняем все точно так же, как мы с вами выполняли по узору. Далее столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом в следующую вершинку. И далее у нас с вами опять идет пико, и мы выполняем все точно так же. Воздушная, я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, прошу прощения, не вершинку следующего столбика, а именно в пико, да. Напоминаю, что у меня столбик без накида заменяет воздушную петлю, и выполняю столбик без накида. Вводим крючок по изнаночке. Здесь мы в дальнейшем будем выполнять с вами все повторяющиеся движения, то есть далее воздушная, и я завершаю выполнение пико столбиком без накида. Накид на крючок, вершинку, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, и теперь пико, опять же воздушная. У меня остается выполнить одно пико, и здесь, да, нам остается с вами присоединить одно пико. Вот давайте я покажу. Уже 2 присоединения есть, теперь будет 3. Я ввожу крючок в серединочку пико с изнаночной стороны, столбик без накида, воздушная и столбик без накида. Далее
накид, ввожу крючок, столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом. Обязательно себя проверяйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы в 9 провязали. Все выполнили верно. И теперь смотрим на наше соединение. Видите? Вот наше соединение. Я положу. И вот хорошо видно. Нежно, аккуратненько получается. Далее мы опять же продолжаем выполнять обвязку следующего лепестка и выполняем присоединение. И в этом лепестке точно так же. Я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно. Напоминаю, присоединяется через 9 пико. По узору вспоминаем, мы выполняем накид на крючок и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю вершинку я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом. Далее пико, да, опять же воздушная. Следующее, вот мои 3 пико. В первое пико я ввожу крючок, столбик без накида, который заменяет у меня воздушную в пико. Далее воздушная. Немножко побыстрее буду делать, потому что мы все с вами повторяем. Столбик без накида. Накид, ввожу крючок, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. И опять воздушная. Мое пико следующее. Напоминаю, по изнаночке вводим крючок, столбик без накида, воздушная. И возвращаемся к нашему столбику, столбик без накида. Накид, столбик, воздушная, столбик. И осталось выполнить последнее наше присоединение. Воздушная. Я имею в виду в этом лепестке. Далее столбик, воздушная, столбик, накид. И помним, да, столбик, воздушная и столбик. И обязательно себя проверяем. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю все выполнили верно. И теперь я вам еще раз показываю, что у нас получилось. Вот наше присоединение. И остается выполнить точно так же, как и здесь, присоединение через 3 пико, которое вы выполните самостоятельно. Мы с вами выполнили наше присоединение за счет 9 пико. И нам остается завершить выполнение нашего мотива. Я довязала здесь еще 2 пико. Помним, да, проверяем себя. 12 столбиков с накидом. И теперь накид на крючок. Я ввожу крючок 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю воздушную. Ой, прошу прощения, в 6-ю вершинку. И столбик с накидом. Далее давайте уберу, чтобы нам не мешало. И продолжаем работу. Воздушная, столбик, пико, столбик, воздушная, столбик и пико. Далее, смотрите, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку. Вот она, 1, 2, 3. Одна у нас петля остается в качестве арки. Выполняю соединительную. Проверяем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с накидом. Мы с вами завершили выполнение нашего мотива.
Остается обрезать нить, убрать вдоль полотна по изнаночной стороне. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Мы с вами выполнили наше соединение. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы с вами соединили два мотива. И я специально один мотив выполнила из пряжи двух цветов, а наш мотив с вами связан из пряжи одного цвета. Вы можете экспериментировать, выполнять мотивы из пряжи двух цветов, трех цветов. Также можно выполнить из пряжи секционного крошения или однотонные мотивы сделать. Давайте посмотрим с пряжи секционного крошения. Вот так смотрятся. Такие яркие. Видите наше соединение. Можно сделать буквально любое полотно для любого изделия, начиная от скатерти, заканчивая покрывалом, кардиганом и так далее. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать такие нежные, красивые мотивы. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.